Здравствуйте! В прошлом видео мы с вами говорили о важности постановки целей при изучении языка и выборе соответствующего метода. Сегодня речь пойдет о наиболее распространенных препятствиях при изучении языка. Плохая память, отсутствие времени и прочее. При этом список таких препятствий у всех примерно одинаков. Так почему же одним удается освоить язык, а другим нет? Давайте разберемся. Во-первых, что мешает людям быстро и легко осваивать языки? Во-вторых, зависит ли изучение языка от способностей? И в-третьих, как уверенно прогрессировать, несмотря на сложности? Итак, каковы типичные проблемы, связанные с изучением? Я не могу освоить язык, потому что у меня плохая память, я уже не молод, у меня нет времени, я не усидчивый, у меня нет силы воли. Это очень сложно. Вот самые частые ответы наших студентов, когда мы спрашиваем их о сложностях в изучении языка. В действительности это не сложности, это объективная реальность, условия, с которыми сталкиваются все изучающие иностранный язык. Вообще, по такой логике, только молодые, способные, усидчивые люди с хорошей памятью могут освоить язык. Но это не так. Мы повсюду видим обратное. Задумайтесь, на родном говорят все, и умные, и не очень. Освоение языка – универсальная человеческая характеристика. Еще один пример – феномен полиглотов. Простых людей, которые осваивают несколько языков с удовольствием. Все они сходятся в том, что освоение языка – это не вопрос способности или хорошей памяти, а вопрос адекватного метода и позитивного настроя. Именно это мой случай. Дети, равно как и люди, осваивающие язык во взрослом возрасте, конечно, делают это не мгновенно. Ведь это навык, который развивается в ответ на определенный стимул. Погружение, понимание, воспроизводство на ежедневной основе. Все люди усидчивы и дисциплинированы только короткое время. Невозможно долго терпеть то, что нам не нравится. На силе воли далеко не уедешь. Подсознательная мощная вещь. И со временем она находит способ не делать то, что нам неприятно. Но это не обязательно. Зачем изучать язык, используя скучные материалы, когда можно делать это с удовольствием? Изучение языка не вопрос способностей. Силу воли лучше использовать на то, чтобы создать привычку заниматься. Привычка – это тот источник, который со временем приведет нас к цели. А привычки, связанные с приятными, интересными вещами, формируются тоже очень быстро. Все, что нам нужно – это адекватные техники и начальное ежедневное усилие. О каких привычках идет речь? Наше бессознательное прекрасно осваивает язык, если получает достаточное количество информации. Речь не об объяснениях, а о получении comprehensible input. Причем такой input должен быть плотным. Читая по 15 слов в минуту, по 15 минут в день, многого мы не добьемся. А вот, например, слушая и понимая свободную речь на протяжении 15 минут, это более 2000 слов, это уже отличный сигнал на освоение нашему бессознательному. Это и есть интенсивная языковая практика, которую мы обеспечиваем в курсе. Слушая наши уроки и используя техники, вы каждый день получаете интересную информацию и понимаете ее лучше и лучше. Работая с практическими частями эпизода, вы тренируете и креативный разговорный навык. Я, например, каждый день ставлю себе легко выполнимую языковую цель. Например, я хочу выучить русский, эта цель абстрактная, и она невыполнима за день. А вот надеть наушники и прослушать главу аудиокниги или эпизод подкаста несколько раз – это в самый раз. Через какое-то время, выходя из дома, я надевал наушники, уже не задумываясь. Но вначале на это требуется усилие. Поэтому приступим. Практическое задание на сегодня. Первое. Прослушайте урок, глядя в русский текст. Ваша задача – понять аудио, используя исключительно русский. Второе. Если есть непонятные места, можете подглядывать в колонку с переводом. И третье. Слушайте, глядя в русский текст до тех пор, пока не сможете понять аудио, не обращаясь к английской колонке. И задание для практических разделов эпизода. В разделе «Вопрос-ответ» постарайтесь отвечать на вопросы более развернуто. Старайтесь выполнить обратный перевод. И при выполнении упражнений старайтесь не обращаться к тексту. А в следующем видео мы поговорим о том, что такое языковой барьер и как его преодолеть.